Общаясь с подчиненными, стараюсь им все терпеливо объяснить с любовью и дружеским расположением. Это очень энергозатратно и нелегко. При этом вижу, что подчиненных слабый фокус на задачу, они расслаблены, а вот если крикнуть и топнуть ногой, картина меняется. Может, в России так и надо управлять. Смотрите, есть два момента. Здесь немножко есть несколько разных аспектов, как на это посмотреть. То есть первый момент такой, что, во-первых, мы все немножко разные люди, и мы по-разному доносим информацию. Например, я достаточно неэмоциональный человек. И я люблю такой аналитический подход. Пум-пум-пум-пум-пум. Кто-то другой, выполняя мою работу и донося те же самые идеи, делал бы это больше через эмоции, чувства и все такое прочее. То есть мы такие, какие мы есть. И я не верю особенно в идею, что человека можно кардинально переделать. Да, человека можно сделать добрее, веселее, но мы все равно останемся очень индивидуальными, и каждый со своим каким-то определенным характером и так далее. Когда вы доносите идеи до людей, делаете это в свойственной вам манере. Потому что я сталкивался с следующей вещью, что есть руководитель, который очень аналитичен, очень тверд, и не очень эмоционален, и не очень дружелюбен в работе. И он собирает команду, которая привыкла к этому. Они его так и воспринимают. И для них это нормально, но он всегда таким был, и он нам таким нравится, у него есть свои особенности и все такое. И когда этот руководитель вдруг, проводя занятия с подчиненными, резко меняет тональность, становится добрым, мягким и пушистым, знаете, что происходит в голове у людей? У них там мозг взрывается, потому что они думают, что с ним происходит. Ядрить твою. Что вы с ним сделали? Что такое? Он так говорит, потому что он не уверен в том, что он говорит. Он так говорит, потому что что-то произошло, нам ждать какой-то беды. Надо быть таким, каким вы являетесь. Если вы жесткий и требовательный, то вы в этой манере и доносите любые идеи. А если вы мягкие, дружелюбные, пушистые, как я, например, что не точно, то в этой манере вы, собственно говоря, и доносите свои идеи. Главное, чтобы это было естественно. Это первый момент, это очень важно. Второй момент. Это уже такой более методический момент. Когда мы доносим до людей идеи, очень важно получать обратную связь. Как минимум для того, чтобы выяснить, они вообще поняли, о чем вы говорите или нет. Потому что вы можете быть, и скорее всего будете удивлены, насколько часто люди не понимают очень простых и очевидных вещей. Проблема еще в том, что в этом обществе люди приучены кивать головой и делать умное лицо. Потому что если ты это делаешь в школе, институте и на работе, то все считают, что ты умный и ты что-то понимаешь. При этом ты можешь ни хренушечки вообще не понимать, но ты делаешь умное лицо, киваешь, и это проходит. Тебя не трогает. Он знает. Но мы можем это позволить себе в школе, в институте, если мы не собираемся эти знания использовать в жизни. Но тогда, когда нам нужно действительно добиться, чтобы подчиненные понимали, сотрудники понимали, что вы им говорите, это не работает. Никогда не покупайтесь на умные лица. Единственный способ выяснить, что на самом деле у человека в голове, это спросить его. Вы донесли какую-то идею, например, почему вам нужно поменять какую-то метрику. Вы прямо можете задать вопрос. Ребят, а что вы об этом думаете? Почему нам надо поменять эту метрику? Как вы считаете? Что в ходе моих рассуждений правильно, что нет? Поделитесь идеями. И вы внимательно слушаете, что они вам говорят. И, возможно, вы обнаружите, что вам надо второй раз сделать третью попытку, вторую попытку, четвертую попытку для того, чтобы донести эту идею, потому что вы ее просто не донесли. Понимаете? По поводу расслабленности подчиненных я не вижу вообще никакой причины держать их в напряжении. Расслабленный человек может делать работу очень быстро и эффективно, а напряженный человек может только создавать проблемы и стресс. То есть то, что люди расслаблены, не является плохим показателем. Может, они расслабленно и весело делают свою работу просто прекрасно и так далее. В общем, когда вы объясняете что-то, когда вы доносите что-то, всегда выясняйте, берите обратную связь, всегда выясняйте, что они об этом думают. Задавайте им вопросы, которые заставляют не просто повторить то, что вы сказали, да, и проверить таким образом их способность к запоминанию, а задавайте такие вопросы, которые будут говорить о том, они на самом деле понимают или нет, почему это важно. Попросите их привести примеры из жизни,
в отношении того, что вы им рассказали и так далее. В образовании, обучении людей, передача людям идей, она не заключается в том, что ты заливаешь их каким-то односторонним потоком. Нам всегда важно, что у них произошло в их мире, в их вселенной, в их голове. Поэтому любой правильный процесс донесения идей, он предусматривает, что мы выясняем, а что там на той стороне, а что они об этом думают, а как они видят это, применимо или неприменимо, а какие примеры они могут привести. Попробуйте применить вот эти парочку примеров, и тогда, скорее всего, вы проблему решите. Проблема решена. По поводу России и Америки. Может быть, в России надо так, в Америке надо так. Вне всяких сомнений есть колоссальная культурная разница в том, как общаться с людьми. Она зависит от менталитета страны, где вы живете. И это правда, что, например, в России вы можете вызвать сотрудника и сказать: Петя, работа, которую ты сделал, не годится. Это было сделано неправильно. Тебе надо это исправить. Тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. Иди и сделай. И сотрудник это нормально воспримет. Если вы попробуете то же самое сделать в Америке, то это будет необычайно грубо. Это так, как будто, как переводить на русскую ментальную модель, это все равно, что вы человека пригласили в кабинет и просто обматерили его для начала с головы до ног. Это просто другая культура, другой менталитет. Поэтому в Америке вы это делаете по-другому. Вы говорите: Джон, ты потрясающий, очень ценный член команды, у тебя прекрасные навыки, способности, и мы любим тебя и ценим. И мне нравится то, что ты сделал вот в прошлом месяце вот здесь, и позапрошлом месяце вот здесь. Это было удивительно. Я горжусь, что мы с тобой в одной команде. Есть момент, на который тебе нужно обратить внимание. И после этого вы даете ему проблему. А в конце добавляете опять снова, как он хороший. И в этом случае он выйдет с этой встречи, и он скажет: да, мне действительно надо это исправить. Но если бы вы точно такую же историю рассказали бы сотруднику из России, что бы он сделал? Он бы вышел со встречи и сказал: вау, я такой крутой, меня все любят, я молодец, мне надо продолжать так, как я продолжал делать. Понимаете? Вот в этом разница. Да, действительно, есть разные языки. И, безусловно, если вы живете в России, и вы доносите, идеи определенным образом, и это работает, вам не надо это менять.